Манит карусель. Путешествие по замкнутому кругу. Именно так я назвал эту скатерть. Не знаю почему, но ее узор напомнил мне именно карусель. А что этот рисунок напомнил вам? Делитесь в комментариях. Всем привет, мои дорогие, с вами Эд и добро пожаловать на мой канал. В этом мастер-классе я покажу, как вязать вот такую красивую и несложную скатерть крючком. Диаметр этой скатерти вот по этим лучам получился у меня 170 сантиметров. А если измерять вот по вот этим впадинам, потому что здесь узор вот такой, то до сюда она у меня получилась 150 сантиметров. И в ней 115 рядов. Я ее вязал вот такой пряжей. Это бразильская марка пряжи. Стопроцентный мерсеризованный хлопок. В этом моточке 1000 метров и чуть больше 150 граммов. Рекомендованный крючок под эту пряжу 1,25 мм. Но я ее вязал крючком 1,75 мм, потому что это не самая тонкая пряжа, и крючок 1,75 хорошо под нее подходит. Ушло на эту скатерть у меня около 3000 метров, то есть почти 450 граммов пряжи. Но все, конечно, зависит от вашей плотности вязания, выбранной вами пряжи и крючка. По завершении работы я скатерти никогда не блокирую. Просто стираю в стиральной машине на самом коротком режиме, а затем, когда она еще у меня влажная, я просто в разные стороны хорошо ее растягиваю руками, чтобы все петельки у меня встали на свои места, а затем с изнаночной стороны просто глажу утюгом, растягивая и придавая руками форму. Если у вас нет большого опыта в вязании, то на моем канале вы можете найти плейлист под названием «Уроки вязания крючком», потренироваться, а уже потом приступать к этому или какому-то другому мастер-классу. Поставьте этому видео пальчик вверх, это мотивирует меня снимать все больше мастер-классов. Каждый лайк очень помогает. Подпишитесь на мой канал, если вдруг вы еще не подписаны, и поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные мастер-классы. А теперь давайте начинать. Для начала работы нам нужно сделать цепочку из 12 воздушных петель. Для этого я беру вот так нить, кладу на палец, вставляю крючок и проворачиваю по часовой стрелке. У меня здесь образуется вот эта петля, и теперь мы протягиваем рабочую нить в эту петлю и вот так затягиваем. Теперь выполняем 12 воздушных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И теперь соединяем эту цепочку в кольцо с самой первой петлей. Выполняем соединительную. В это кольцо нам нужно провязать 10 столбиков без накида и между всеми столбиками по 3 воздушные петли. Выполняем одну воздушную петлю подъема. Вот этот хвостик сейчас будем прятать под столбиками. Одна воздушная петля подъема, вставляем в кольцо крючок и провязываем столбик без накида. Теперь выполняем 3 воздушные. Раз, два, 3. Столбик без накида в это же кольцо. Опять 3 воздушные. Столбик без накида. И таким образом провязываем этот наш первый ряд до конца. 10 столбиков без накида, и получится 10 арок по 3 воздушные петли. Итак, провязали первый ряд до конца. Нам остается выполнить последнюю арку из 3 воздушных петель, но мы ее провяжем по-другому. Вместо 3 воздушных петель выполняем накид, и в самый первый столбик без накида, который у нас был, в него провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь приступаем ко второму ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид на крючок. И сюда же, в эту же арку, вот у нас получилась как бы импровизированная арка, мы в нее провязываем столбик с одним накидом, вот так не до конца, не завершенный. Опять выполняем накид. И сюда же, в эту же арку, еще один столбик с одним накидом не завершенный. Вот так у нас 3 петли на крючке, и теперь их вместе провязываем. То есть мы будем сейчас вязать в эти арки предыдущего ряда по 3 столбика с накидом с общей вершиной. Теперь выполняем 5 воздушных петель. Раз, два, 3, 4, 5. И в следующую арку провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Раз, столбик не завершенный с накидом. Второй накид и третий столбик незавершенный. У нас 4 петли, и мы их вместе провязываем. И таким образом вяжем ряд до конца, в каждую арку по 3 столбика с общей вершиной, и между этими группами по 5 воздушных петель. Провязали второй ряд до конца, нам остается выполнить последнюю арку, но мы вместо 5 воздушных петель выполняем следующим образом. 1 воздушная петля, 2 накида на крючок, и вот в вершину
нашей самой первой группы столбиков провязываем столбик с 2 накидами. Вот так. Теперь приступаем к третьему ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Накид. И сюда же, в эту же арку, провязываем еще 2 столбика с 1 накидом. Затем выполняем 5 воздушных петель. Вот эти все группы столбиков мы пропускаем, вяжем только в арке. В следующую арку провязываем 3 столбика с 1 накидом. И таким образом провязываем ряд до конца. В каждую арку по 3 столбика с накидом. И между всеми группами столбиков у нас по 5 воздушных петель. Провязали третий ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель. И здесь мы просто соединяемся в третью воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к четвертому ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. В следующий столбик выполняем 2 столбика с накидом. Столбик с 1 накидом в следующий столбик. В этом месте выполняем 2 воздушные петли. И в следующую арку соединяемся просто столбиком без накида. Опять 2 воздушные петли. И у нас уже раппорт повторяется. Выполняем столбик с 1 накидом в следующий столбик. В следующий столбик провязываем 2 столбика. И в следующий 1 столбик. То есть у нас 4 столбика получается. Все, далее у нас 2 воздушные петли и столбик без накида в следующую арку. И опять 2 воздушные петли. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали четвертый ряд до конца, выполнили последние 2 воздушные петли и соединяемся просто в третью воздушную петлю подъема соединительной петлей. Теперь приступаем к пятому ряду. В этом ряду будем делать убавки из 4 столбиков с накидом. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с 1 накидом. Теперь накид и провязываем следующие 3 столбика незавершенные. В следующий столбик с 1 накидом незавершенный, накид, в следующий, опять накид и в следующий. То есть 4 столбика с 1 накидом, грубо говоря, с общей вершины. Вот так теперь их все закрываем. Теперь выполняем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. И уже выполняем следующие 4 столбика с общей вершиной. То есть вот это мы будем всегда все пропускать. Накид и провязываем 4 столбика с 1 накидом, незавершенные, и делаем общую вершину. Пять петель провязываем вместе. Далее у нас 10 воздушных петель и опять 4 столбика с общей вершиной. Провязали пятый ряд до конца, выполнили последние 10 воздушных петель и просто в вершину самой первой убавки соединились соединительной петлей. Приступаем к шестому ряду, выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же в эту же арку. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в эту же арку. Это получается второй столбик без накида. А нам нужно в каждую такую арку провязывать по 4 столбика без накида. 5 воздушных между ними. 1, 2, 3, 4, 5. Третий столбик без накида в эту же арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. И четвертый столбик без накида в эту же арку. Далее опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида уже в следующую арку. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4,
5, столбик без накида опять в эту же арку. Таким образом вяжем ряд до конца. У нас в каждую арку идет по 4 столбика без накида. И везде между ними по 5 воздушных петель. Вяжем так до конца. Нам остается выполнить последнюю арку, но вместо 5 воздушных петель мы провязываем следующим образом. 2 воздушные петли, накид на крючок и в самый первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Вот так. И вы на всякий случай пересчитайте вот эти все арки по 5 воздушных петель, их у нас должно быть 40, чтобы у нас потом в дальнейшем сошелся рисунок. Выполняем. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца, просто вяжем арки по 5 воздушных петель и столбик без накида в следующую арку. Провязали 7 ряд до конца, и также самую последнюю арку мы выполняем вместо 5 воздушных петель, так же как и в предыдущем ряду мы делали, 2 воздушные, накид, и в самый первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. И можете обратить внимание, то, что работа здесь вся фалдит, то есть как будто здесь слишком много арок или воздушных петель, но вы не переживайте, вяжите дальше, у нас это все потом растянется и работа будет ровная. Теперь приступаем к 8 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку, 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. То есть этот ряд у нас будет точно такой же опять. Столбик без накида и 5 воздушных петель. Провязали 8 ряд до конца, и последнюю арку мы заменяем следующим образом. Выполняем 3 накида на крючок. И в самый первый столбик без накида провязываем столбик с 3 накидами. Вот так. Теперь приступаем к 9 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Накид, и сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом, но не до конца. Вот так у нас 2 петли на крючке. Накид и еще один столбик с одним накидом, не до конца. У нас 3 петли, и теперь вместе их провязываем. То есть провязали 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И сюда же, в эту же арку, провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Накид. И провязываем в арку столбик незавершенный, накид, второй столбик незавершенный, накид и третий. 3 столбика. У нас 4 петли, теперь вместе их провязываем. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку выполняем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Опять 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Теперь выполняем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в следующую арку провязываем 2 группы по 3 столбика с общей вершины. Накид. Провязываем столбик незавершенный, накид. Второй, накид и третий. 4 петли провязываем вместе. 3 воздушные. И 3 столбика с общей вершины сюда же, в эту же арку. Четыре петли провязываем вместе. 3 воздушные. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. Затем у нас идут 2 арки по 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Теперь выполняем 3 воздушные. 1, 2,
3. И уже в следующую арку мы провязываем опять вот эти наши две группы по 3 столбика с общей вершиной. То есть вот у нас здесь 3, 3, 3 петли и 2 арки по 5 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 9 ряд до конца, нам остается выполнить последнюю арку. Она из 3 воздушных петель, но мы ее провяжем по-другому. Вместо 3 воздушных накид, и в вершину нашей вот этой самой первой группы столбиков провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Теперь приступаем к 10 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку, между столбиками нашими. Опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель. То есть в этом ряду мы провязываем в каждую арку столбик без накида, и между столбиками выполняем арки по 5 воздушных петель. В каждую абсолютно арку столбик без накида. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 10 ряд до конца, и последнюю арку мы заменяем. Выполняем 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в самый первый столбик без накида. И можете пересчитать на всякий случай, у нас должно быть арок 50 штук. Теперь приступаем к 11 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. И провяжем сейчас вот этот 11 ряд, 11, 12 и 13 ряд включительно самостоятельно. Они будут вот такие, одинаковые. То есть 5 воздушных и столбик без накида. И в конце ряда будем всегда соединяться вот так. 2 воздушные петли и столбик с накидом в этот первый столбик без накида. Вот я сейчас на этот 11 ряд повешу маркер, чтобы мне не сбиться. Провяжем 11, 12 и 13 ряд включительно. Итак, вот я провязал последний 13 ряд включительно. Осталось последнюю арку провязать. Вот маркером у меня 11, 12 и вот 13 ряд. Теперь последнюю арку из 5 воздушных петель провязываем следующим образом. Выполняем 3 накида на крючок. И в самый первый столбик без накида провязываем столбик с 3 накидами. Вот так. Теперь приступаем к 14 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как столбик с одним накидом. Сейчас будем провязывать вот такие группы столбиков, как мы уже вязали. Выполняем накид и выполняем незавершенный столбик с одним накидом. Вот так. Опять накид и третий столбик. Вот так, незавершенный. У нас 3 петли, провязываем вместе. Затем выполняем 3 воздушные. И сюда же, в эту же арку, провязываем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной. Первый незавершенный столбик, второй и третий. У нас 4 петли, провязываем вместе. Затем выполняем 3 воздушные, столбик без накида в следующую арку. Затем выполняем подряд 3 арки по 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И третья арка из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Вот мы выполнили 3 арки по 5 воздушных петель. Затем у нас идет 3 воздушные. 1, 2, 3. И в следующую арку мы выполняем 3 столбика с одним накидом с общей вершиной.
4 петли вместе, 3 воздушные, раз, 2, 3. И в эту же арку также 3 столбика с общей вершины, раз, 2, 3, 4 петли вместе, 3 воздушные, раз, 2, 3, столбик без накида в следующую арку. И далее у нас идут 3 подряд арки по 5 воздушных петель. Вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 14 ряд до конца и последнюю арку 3 воздушных петель провязываем следующим образом. Столбик с накидом в вершину нашей первой группы столбиков вместо 3 воздушных петель. Вот так. Теперь приступаем к 15 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных, раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Опять 5 воздушных, раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую. И таким образом продолжаем вязать ряд до конца. Абсолютно в каждую арку выполняем столбик без накида и между столбиками по 5 воздушных петель. Мы уже так вязали вот здесь. То есть в арке 3 петель также столбики без накида и вот в большие арки тоже. Вяжем так до конца. Провязали 15 ряд до конца и последнюю арку мы заменяем, так как уже раньше делали. 2 воздушные петли и столбик с одним накидом в самый первый столбик без накида. Теперь приступаем к 16 ряду. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных, раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. И еще вы также можете пересчитать, сколько арок, их должно быть 60. А этот ряд и последующие еще несколько других рядов будут точно такие же. То есть арки из 5 воздушных петель и столбики без накида. Провяжем эти несколько рядов самостоятельно. Сколько точно я провяжу, я еще не знаю, но я вернусь и, конечно же, скажу, сколько таких рядов нужно провязать. Только арки из 5 воздушных. И сейчас на этот ряд я повешу просто маркер, чтобы запомнить его, то что это у нас 16 ряд. И когда я провяжу несколько рядов, я уже вернусь и скажу, сколько таких рядов нужно провязать. И соединяться будем всегда в конце. 2 воздушные и столбик с накидом в самый первый столбик. Итак, вот я провязал 16, 17, 18 и 19 ряд. Вот все были одинаковые, по 5 воздушных петель арки. И вот у меня сейчас в 19 этом ряду последнюю арку мы также заменяем, как и раньше делали, 2 воздушные петли, накид и в самый первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. И уже видно, что наша работа не так сильно фалдит, ну немножечко она волнится, но у нас это все дело растягивается, вот даже руками, если все это сделать, просто сейчас приложить, все будет ровно. А мы в любом случае скатерть постираем, погладим, у нас все растянется, все будет ровно. Теперь приступаем к 20 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. И сейчас провязываем 2 подряд арки по 5 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Вторая арка, раз, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в следующую арку. Так, 2 арки по 5 петель провязали. Теперь выполняем арку из 8 петель. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И столбик без накида в следующую арку. И таким образом вяжем ряд до конца. У нас 2 арки по 5 и 1 из 8 петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Опять раз, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую. Теперь из 8. Раз, 2, 3, 4. Раз, 2, 3, 4. И чередуем 2 арки из 5, 1 арка из 8. Вяжем так ряд до конца. Провязали 20 ряд до конца, и нам остается выполнить последнюю арку из 8 воздушных петель, но мы ее провязываем следующим образом. Вместо 8 петель выполняем 4 воздушные петли. Раз, 2, 3, 4, 2 накида. И в самый первый столбик без накида провязываем столбик с 2 накидами.
Вот так. Теперь приступаем к 21 ряду, выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом, еще 2 воздушные петли, как арка, накид, и сюда же в эту же арку провязываем столбик с одним накидом, 2 воздушные опять, то есть мы сделали 3 воздушные, потом 2, и третий столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. То есть вот мы выполнили 3 столбика с одним накидом и между ними по 2 воздушные петли. Далее выполняем 2 воздушные и в следующую арку столбик без накида. Теперь арка из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида в следующую арку. Затем у нас идет арка 8 петель. Мы провязываем 2 воздушные, столбик с одним накидом в арку 8 воздушных петель, 2 воздушные, второй столбик в эту же арку из 8 воздушных, 2 воздушные, третий столбик с одним накидом, опять 2 воздушные, четвертый столбик с одним накидом, 2 воздушные и пятый столбик с одним накидом сюда же в эту же арку. Далее 2 воздушные, столбик без накидов в следующую арку из 5 воздушных. То есть вот в арке из 8 воздушных петель нам нужно провязывать 5 столбиков с одним накидом и между всеми столбиками по 2 воздушные петли. И здесь у нас одна арка из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накидов в следующую арку. И теперь у нас пошли 2 воздушные. И опять в следующую арку 8 воздушных петель провязываем 5 столбиков с одним накидом и между всеми столбиками по 2 воздушные петли. И также перед первым и после последнего 5-го столбика также 2 воздушные. 1, 2, столбик. Провязал 4 здесь я. 1, 2 и 5-й столбик с одним накидом в эту же арку. Опять после последнего столбика 2 воздушные, столбик без накида в следующую арку и 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида и опять у нас там 2 воздушные. То есть вот такой у нас раппорт. Одна арка из 5 воздушных, а здесь вот так 5 столбиков и везде тут по 2 воздушные. Вяжем так ряд до конца. Провязали 21 ряд до конца, выполнили последнюю арку из 5 воздушных петель. Затем у нас по рисунку 2 воздушные. И так как мы начинали ряд, мы здесь уже 3 столбика провязали, то есть воздушные петли и еще 2 столбика. Значит, нам нужно в эту арку добавить еще 2 столбика с одним накидом и также по 2 воздушные между ними. Первый столбик, 2 воздушные, второй столбик. Все, то есть мы здесь довязали 2 столбика, всего у нас теперь здесь 5 столбиков. И выполняем 2 воздушные петли и соединяемся соединительной петлей в третью воздушную петлю подъема. Теперь приступаем к 22 ряду. Выполняем 3 воздушные петли подъема, как первый столбик с одним накидом. Затем в следующую арку 2 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. Затем в следующий столбик, столбик с накидом также. В следующую арку 2 столбика. Опять в следующий столбик, столбик с накидом. И в следующую арку также 2 воздушных она у нас была, тоже 2 столбика провязываем с одним накидом. То есть у нас здесь должно сейчас получиться 9 столбиков с одним накидом. Вот считаю вместе с вами. Вот воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков с одним накидом. Затем сразу же после этого последнего столбика в следующую арку из 5 петель выполняем столбик без накида. Затем выполняем накид и в следующую арку 2 воздушных петель
выполняем 2 столбика с накидом. Столбик с накидом в следующий столбик. 2 столбика в следующую арку. Столбик с накидом в следующий столбик. 2 столбика в следующую арку. И столбик с одним накидом в следующий столбик. И вот у нас здесь теперь с этой стороны также должно получиться 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И вот этот 9 столбик, он получается в центральный. У нас было 5 столбиков, и это 3 столбик. Он у нас посередине, в него столбик с одним накидом. Теперь 3 воздушные. 1, 2, 3. И продолжаем вязать накид в этот же столбик, в котором мы сейчас также выполняем столбик с накидом. Затем 2 столбика в следующую арку. Столбик в следующий столбик. 2 столбика в следующую арку. Столбик в столбик. И 2 столбика в следующую арку. Затем сразу же столбик без накида в арку из 5 воздушных петель. И у нас опять повторяется. Выполняем здесь в следующую арку 2 петель, 2 столбика, затем столбик в столбик. То есть вот что у нас здесь получается. Вот так у нас по 9 столбиков с каждой стороны. И вот в этот центральный средний столбик у нас идет столбик, 3 петли, столбик. А дальше в арку 2 столбика, в столбик, 1 столбик, 2 столбика, 1, 2. Так, 9 и 9, и 3 петли между ними. А здесь мы выполняем столбик без накида в арку из 5 петель. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Итак, подходим к завершению 22 ряда. Вот после последнего вот этого нашего лепестка я соединился столбиком без накида в последнюю арку из 5 воздушных. И так как мы начинали вот здесь только 9 столбиков провязали, теперь нам нужно довязать недостающие 9 столбиков. Здесь мы, как обычно, провязываем в арку 2 столбика с одним накидом, в столбик в следующий 1 столбик, 2 столбика в следующую арку, столбик в столбик, 2 столбика в следующую арку. Теперь выполняем столбик вот в этот самый первый столбик, то есть вот они, воздушные петли подъема у нас были в предыдущем ряду, прям в них туда же провязываем столбик с одним накидом. И у нас тут также вот получается 1, 2, 3 по 3, то есть 9 столбиков. И вместо арки 3 воздушных петель, которая у нас должна быть между этими столбиками, мы выполняем накид и в третью воздушную петлю подъема провязываем столбик с одним накидом. Вот так. Таким образом наш 22 ряд завершен. Теперь приступаем к 23 ряду. Выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. Затем выполняем 17 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 петель. И вот эти все столбики мы пропускаем и выполняем столбик без накида в арку 3 воздушных петель. Вот такой будет наш раппорт. Опять 17 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 17 петель. И выполняем столбик без накида в следующую арку 3 воздушных петель.
вяжем таким образом ряд до конца. Провязали 23 ряд до конца, выполнили последние 17 воздушных петель арку. И здесь просто с самым первым столбиком без накида соединяемся соединительной петлей. И вот так у нас получается в этом ряду. Теперь приступаем к 24 ряду, выполняем соединительную петлю сразу же в следующую арку. 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, столбик без накида в эту же арку. И нам в эту арку нужно провязать 4 столбика без накида и 5 воздушных между всеми столбиками. Вот мы уже 2 столбика провязали, еще 2. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. Третий столбик без накида сюда же, в эту же арку. 1, 2, 3, 4, 5. И 4 столбик без накида в эту же арку. Все, вот мы провязали 4 столбика без накида. Далее у нас опять 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5. И уже в следующую арку выполняем столбик без накида. Мы уже так вязали, вот здесь в этом месте. То есть в каждую арку провязываем 4 столбика без накида. И между всеми столбиками у нас будет по 5 воздушных петель. Провязали 24 ряд до конца, и последнюю арку мы заменяем. Вместо 5 воздушных выполняем 2 воздушные, накид, и в самый первый столбик без накида провязываем столбик с одним накидом. Вот так. И у нас всех таких арок по 5 воздушных петель всего должно получиться 80 штук. Теперь приступаем к 25 ряду, выполняем 1 воздушная петля подъема, столбик без накида сюда же, в эту же арку. 5 воздушных петель, столбик без накида в следующую арку. И таким образом провязываем ряд до конца. У нас будут только арки по 5 воздушных петель и столбик без накида в следующую арку. Все, вяжем таким образом ряд до конца. Все видео данного мастер-класса вы можете найти в одном плейлисте по ссылке в описании к этому видео. Если будете вязать что-то по моим мастер-классам, то обязательно отмечайте меня на своих фотках в Instagram хэштегом #вяжу_с_дуду. Мне очень интересно смотреть, что же у вас получается по моим видео. Я лайкаю ваши работы, делаю скриншоты и показываю в конце своих видео. Поставьте этому видео лайк, если оно вам было полезным, мне будет очень приятно. Подпишитесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и, конечно, присоединяйтесь ко мне в Instagram, там тоже интересно. А с вами был я, Эд, до скорого.